Каждый день мы делаем выбор. Ну какой? Бросай все свои тогда вот эти вот компьютерные игры, сайты. Вот сейчас наступает момент, когда нужно полностью меняться. Успех или неудача – это последствия принятых нами однажды решений. Очень тяжело прощаться. Если честно, хотелось зарыдать. И ты можешь изменить свою жизнь, как это делают участники реалити X10. Сегодня начинается новая неделя, и каждому из 5 участников предстоит научиться делать правильный выбор. Какого хера? Стряска эмоционально была просто колоссальная. Каждый день мы делаем 1000 разных выборов. Была шокирована прям. Это какой? Уходи. Кажется, что это так просто. А что, если этот выбор окажется неверным? В смысле я не в потоке? Чувак, тебя выгнали. В смысле? Почему? Прямо сейчас им предстоит принять одно из главных решений в их жизни. В этих конвертах их цели, их мечты, их будущее. А может быть и большая ошибка, которая разрушит все. X10 Reality – это место, где обычные люди на ваших глазах совершают квантовый скачок. И сегодня поговорим про выбор и ошибки. Здравствуйте. 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 Я бы сказал добрый день, но день-то не очень добрый. Боковым зрением я вижу, как у меня футболка колышется от того, что у меня сердце лупит сильнее, чем надо. Все это время я наблюдал за вами. Знаете, что здесь? Интрига. Может быть, здесь ваше будущее, может быть, конец. Я вообще не знала, что там, и не предполагала. Я вообще просто мозг выключил. Думаю, надо довериться просто и дождаться момента. Конвертик, что-то может быть такое ужасное. Фамилия тех, кто уйдет. Вы делали выборы, вы принимали решения, и вы совершали ошибки. И мы должны быть готовы к этим ошибкам. В этой серии мы будем изучать тему выбора и ошибок. Это второй блок метода X10. И пока наши участники, да и ты, дорогой мой зритель, не поймут, что такое правильный выбор, никакие изменения в бизнесе и жизни им и вам не грозят. И уж поверьте, я, Игорь Рыбаков, научу выбору так, что они это запомнят на всю оставшуюся жизнь. Сейчас я отправлю вас к мастерам, а мы встретимся чуть-чуть позже с вами и откроем конверт. Я думаю, что тебе, конечно же, интересно, что именно в этих конвертах. Прояви терпение. Досмотри серию до конца, ты не пожалеешь, уж я обещаю. Каждый день мы делаем 1000 разных выборов. Наша жизнь — это бесконечная череда выборов. Бесконечное количество вариаций. И они нас куда-то ведут. Это бесконечная сеть. Но есть выборы, которые определяют нашу судьбу. Мы подготовили для тебя 3 конверта. Это фамилии, может быть, указаны как раз троих, которые останутся. 3 варианта, 3 игры, 3 пути, 3 выбора. Представления не имею, что может быть. Вообще не знаю. Нужно будет посмотреть на них, когда придешь домой, и выбрать то, что подходит для тебя. Я не очень люблю выбирать, потому что у меня с этим небольшие проблемки есть. Исходя из того, что ты выберешь, будет зависеть не только твой путь и итог этого мероприятия, но и твоя жизнь. Обычно люди не хотят делать выбор, потому что боятся сделать ошибку. Бьюсь об заклад, что если каждый, кто нас сейчас смотрит, да, если хорошенечко вспомнит, то всегда, когда мы принимаем решение в ситуации какого-то выбора, когда мы делаем какой-то выбор, мы уже знаем, какой мы хотим сделать шаг на самом деле. Мы уже приняли это решение. Просто мы думаем, а вдруг я ошибаюсь? И вот этот страх ошибки заставляет искать еще варианты, идти советоваться. И ты начинаешь у всех спрашивать, у всех выяснять, думать сам себя ковырять, испытывать, обесценивать свое мнение, обесценивать свои ощущения, самое главное, обесценивать свое желание, свои цели, то, что на самом деле нужно тебе. Ты начинаешь советоваться с социумом, а социум тебе всегда посоветует то, что нужно ему. Нужно надеяться на свои ощущения, на свою энергию, то, куда тебя тянет, и туда, где ты хочешь оказаться. Чаще всего 100% из 100 твои ощущения тебе подсказывают в этом и тебя направляют. Но главное, что есть секрет, как сделать правильный выбор. Мне будет даже очень интересно посмотреть, как наши участники нащупают его. Найдет ли кто-то из них, или, может быть, владеет даже этим инструментом, какой выбор правильный. Вот и посмотрим. Я сидеть не могу нормально. Я хочу узнать, что в этих синих конвертах. Ну вот как ты обычно реагируешь на неожиданность? Ну, испытываешь дискомфорт, конечно. Ну да, это естественная реакция. Это нормально. Ты ведь не мог предположить, предсказать, подготовиться. А вот это бах и произошло. В подобных ситуациях наши реакции схожи. Это генетика. А вот дальше
Дальше каждый делает свой выбор. Как ему действовать, когда он попал в зону непредсказуемости? На прошлой неделе мы провели диагностику тебя, твоего бизнеса и поняли, какие 3 задания мы хотим тебе дать. Нужно прям тебе попробовать в онлайне провести продажу. А Максим ограничен рынком только Санкт-Петербургом в рамках офлайна. Вторая, тебе нужно будет найти 5 каналов продвижения, откуда ты будешь брать клиентов и протестировать их за эту неделю. И последняя, 3-я задачка, тебе нужно будет придумать и, опять же, затестировать 5 механик продаж. Онлайн может дать ему охват всей России. И здесь важно максимально быстро протестировать эту идею и посмотреть, стоит ли туда идти, насколько там можно быстро развиваться. Нужно, чтобы ты провела глубинное интервью или customer development, как говорят за границей, 40 своих клиентов действующих. Я хочу, чтобы ты съездила в магазин, поработала вместе со своими продавщицами, дала им мастер-класс и добилась того, что в тот день, когда ты будешь работать в магазине, выручка у тебя выросла на 30%. И 3-я задача. Тебе нужно найти, какой товар у тебя лучше всего продается, и увеличить его производство. Самый простой способ увеличить продажи чаще всего это найти то, что хорошо продается, и начинать продавать это больше. Почему-то это простое действие большинство не делает. И здесь как раз именно тот момент, когда предпринимателю говорят: а посмотри же, что ты продаешь и что реально покупает, и начни это продавать больше. Первое, тебе надо провести 5 экспериментов с лидогенерацией, то есть откуда ты будешь брать клиентов. Второе задание. Тебе надо будет как минимум найти 3 агента влияния. Это может быть какие-то блогеры, это может быть какие-нибудь там, не знаю, известные люди в каком-то районе, но главное, чтобы они были за тебя, и они начали тебя рекомендовать. Все задания, они настолько четко подобраны, я каждый раз удивляюсь, насколько это вообще возможно. Эти 30 клиентов на игру в мафию. В виде живого обхода и раздачи 1000 листовок. Выяснить ценности, которые есть в твоей игре, по мнению твоих клиентов. И 3-я задача. Посчитай, пожалуйста, объем своего рынка в Балашихе железнодорожном. Примерно прикинул, сколько игр и по какой цене ты можешь проводить для того, чтобы заработать. У тебя есть узкие места в отделе продаж, в обработке сделки, да, и, собственно, в конструкционном бюро. Тебе нужно за эту неделю прям оттестировать 5 идей, как можно это ускорить. Тебе нужно будет поднять цену. С повышением цены не знаю, как мы будем это проворачивать. Тебе будет нужно найти за эту неделю минимум 5 партнеров, которые могли бы продвигать или продавать твою продукцию. Если бы ты знал, сколько всего очень интересного, полезного и сочного и вкусного остается за кадром этого реалити. Но в нашем телеграм-канале Оперштаб X10 Академии у тебя есть возможность подсмотреть за тем, как именно наши участники идут к своим целям в формате видеодневников и закрытых материалов. Просекаешь? Все, что не вошло в серию, а также полезные советы от мастеров и трекеров, все это в телеграм-канале Оперштаб X10 Академии. Переходи прямо сейчас. Задания в этот раз дали очень интересные, прям в точку. Когда-то давно мы в Технониколь задумались о расширении производства. И из подходящих заводов по поставке каменной ваты для нас был номер 1 в мире игрок – компания Rockwool. И мы сделали им супер предложение. Такое предложение, от которого сами бы мы никогда не отказались. Но они нам отказали. Мы улучшили предложение, они опять отказались. И тогда прямо в кабинете я пообещал себе, что мы построим такой завод сами. И я сказал им об этом. Они в ответ рассмеялись. И сказали: вы никогда не сможете построить такой завод. Неведомая сила похватила меня, подняла. Это был такой прилив энергии, невероятный. Это была та самая энергия отказа. Много лет спустя оказалось, что этот игрок стал номером 2 на рынке России. Мы его окончательно выиграли. Да, мы построили завод 1, 2, 3, мы выиграли, мы обыграли его. А потом, через 10 лет, мы вдруг узнали, что мы стали номер 2 в мире как компания. Вот что дает энергия отказа.
Мы постоянно принимаем решения, но наши решения могут оказываться очень слабенькими, если мы не используем энергию отказа. Сегодня мы испытаем, как будут реагировать на отказ, на слова, что у тебя ничего не получится, наши участники. И проверим, готовы ли они использовать на полную катушку энергию отказа. Готовы ли они взять вот эту вот силищую волну, которая возникает у них изнутри, и использовать ее на свои замыслы. Или они сольются, найдя доказательства, что да, они не готовы. И им, возможно, надо еще поучиться или побыть в детской продленке, или попить смузи с бесплатным Wi-Fi в каком-нибудь стартап-хабе. Сегодня мы все узнаем. Давайте посмотрим, как это будет. Поехали. Конвертик? Да. Я не переживала до тех пор, пока не открыла конверт. Ты не в потоке. Очень жаль. Была уверена, что у меня есть возможность продолжить. Была шокирована прям, разочарована. Ты приняла это? Ну, это ваше решение, я не... Иди. Уходить? Уходи. Мне никто никогда в жизни не говорил фразу «уходи». Что-то «уходи». Для меня это был такой шок. Подожди. Сядь на место. Почему ты слилась? Так как мы люди приглашенные на это шоу, есть правила, да, и есть человек, который принимает решение. Это такой, как будто бы она удовлетворена. Как будто бы она готовила все это время себя к этому травматическому опыту. Вот сейчас это произойдет, я к этому готова, и когда она это услышала, она типа говорит: фу, слава богу, то, к чему я себя готовила, это произошло, все, я пошла. Все, эй! А где цепляться? Где остаться? Где ты зацепился? Это твой шанс. Где? То есть, будучи якобы готовым к встрече с травматическим опытом, люди не берут главное – энергию момента. У тебя момент. Ты его сейчас и вместе с ним свою жизнь. Мы готовы к встрече к травматическим опытам. Мы лучше выберем ясность в виде того, что зато мы знаем, как встречаться с травматическим опытом. И все. Ее хорошая готовность к встрече с травматическим опытом – это ее беда. Она слишком хорошо готовилась к этому. Готовность ко встрече с травматическим опытом – это хрень, которой мы все слишком хорошо научены. Все. Мы как будто бы готовы, что сейчас нас пошлют нахер, что сейчас нам скажут, что ты не готов, да? Сейчас нам скажут: ты что рыпаешься, ты же недостоин этого. И мы все на это все согласны. Поэтому не берем от жизни то, что нам принадлежит. Мы не берем на то, что мы рассчитываем, мы желаем это. Мы не берем. Мы согласны. Мы согласны на то, что нам дают травинку, говорят: на, тебе хватит. Вот травинку. Я дам тебе шанс. Но если ты еще один раз будешь сливаться, когда у тебя будет какой-то отказ. Я приклеюсь к стулу, я поняла. Если ты хоть раз будешь сливаться, когда тебе кто-то откажет, когда тебе кто-то скажет нет, или скажет, что у тебя не получится, или ты сама что-то почувствуешь, что у тебя не получится, я выгоню тебя. Договорились. Если у тебя есть значимая мечта, тебя вообще ни разу не испугает отказ. Наоборот, ты возьмешь и используешь его как повод сделать свою мечту еще более яркой и острой. А энергию отказа используешь, кстати, как силу для старта и достижения мечты. То, что ты будешь делать, зависит от того, кем ты себя считаешь. Лузером или предпринимателем. Я предлагаю действовать, исходя из выгодной роли успешный предприниматель. Он берет энергию отказа и превращает ее в мощнейший стимул к реализации своей мечты. Все. По-другому действуют только лузеры. Добрый вечер. Добрый. Где твой конверт? Конверт здесь. Открывай, читай. Тут написано: ты не в потоке. В смысле я не в потоке? Да я как бы офигеть как в потоке. Я не считаю, что я не в потоке, скажем так. То есть я наоборот стал осознавать это, что поток входит в меня, а я в него. Я ему говорю: ты не в потоке, чувак.
А он такое ощущение, что вот он живет в своем иллюзорном мире, он такой: о, да, у меня состояние. Потому что он ни хрена даже не вкуривает, что его выгнали. Потому что он всегда живет в какой-то синтезированной реальности, он не соединяется с реальностью, которая есть для большинства людей. И мне пришлось второй раз сказать: чувак, внимание, тебя выгнали, ты не в потоке. Я чувствовал внутреннюю уверенность, что я буду сидеть в кабинете до тех пор, пока я не докажу обратно. Смогу оправдать ваши ожидания, смогу сделать так, чтобы в следующий раз вы мне просто вручили конверт, в котором будет просто написано: молодец, ты уже теперь в потоке, ты понял, что это такое. Ты все еще ждешь социального одобрения. Тебе все еще нужно в конверте, чтобы лежала надпись «Ты молодец». Все еще ты так зависим от третьего мнения. Именно это свидетельство того, что ты не в потоке. Ты не слушаешь свое сердце, свое тело, свой ум. Нет, тебе нужно что-то внешнее, что подтвердит. Это констатация того, что ты не в потоке себя, ты не в потоке своей энергии. Да, мои возможности. А вы сейчас мне пытаетесь сделать барьер? Да, у вас тоже, да, не получится, Игорь Владимирович. Хочу остаться в шоу. Чем готов платить? Да всем собой. Я хочу. Твоя энергия несогласия со мной, она убедила меня. Я передумал. Ты остаешься. Иди. Этот барьер, он был для меня такой важный. Я научился этому и доволен, что это прошло. Если ты смотришь это видео и тебе нравится, и ты считаешь, что это видео может быть полезным не только тебе, а кому-то еще, отправь его прямо сейчас своим близким, знакомым, друзьям, кому добра желаешь. Вместе мы сможем сделать так, чтобы предприимчивых людей в нашей стране стало больше. Давай, копируй ссылку и отправляй. Богдан, открывай конверт. Ты не в потоке. Я думаю, в смысле, почему? Ну, ты сам все видишь. У тебя все готово. Ты просто занимаешь чье-то место. Многим людям участие в реалити более важно, им нужно. Ты сам видишь. Освободи место и иди. У тебя хорошо получается. Ты красавчик, поэтому иди. Спасибо. Я вообще человек конкретный. Я систематичный. Я там не люблю торговаться. Если это написано так, значит это так. Ты куда пошел? Делать результаты. Сядь. Какого хера ты согласился уйти? Богдан вообще какой-то, ну, как робот. Я ему говорю: все, тебя выгнали. Он говорит: хорошо, все, робот вверх. Это твой шанс. Ты кому-то решил его подарить, отдать. Ты решил слиться. Поддался Какого хера ты даришь кому-то свой жизненный шанс? По учению X10 главное — это быть собой. Условием для этого — быть для себя. Какого хера ты сливаешься? Почему энергия отказа не дает тебе силу убеждать, бороться, биться, преодолевать? Почему? Почему ты согласился? Какого хера? Что ты сейчас чувствуешь? Я только сейчас понял, какой урок получил. Это просто произошло за секунду в моей голове, и я готов был с этим смириться. Теперь я понимаю, что это мой шанс. Я не отдам этот шанс другому. Я готов работать. А ты красавчик. Что ты сейчас чувствуешь? Какое-то удовлетворение, что мне дали шанс. Ты опять слился. Тебе не дали шанс. Ты его сейчас взял сам. Взял то, что принадлежит тебе, и только тебе. Запомни, никто тебе ничего не дает. Все, что ты взял сам, это ты взял. Вот я вот возьму свое. Так, более мощно. Хорошо, ты остаешься. Иди. Понял, зачем это было сделано. Встряска эмоционально была просто колоссальная. Я спустился, я кругов 20 обошел по кругу, я просто не мог остановиться, потому что такая энергия перла. Думаю, как так? Я сейчас сделаю все. Хорошо, я поняла. Этот стресс, он был очевиден просто на лицо. Я нахожусь в потоке, я считаю, в любом случае. Я
Очень много для себя выделила, узнала, посмотрела на ситуацию с другой стороны, посмотрела на себя с другой стороны. Здесь, где царствуют законы бизнеса, настойчивости, тебе не место. Мне место просто позже. И вот так каждый раз, откладывая свою жизнь, мы откладываем жизнь, поэтому ты не в потоке, и ты уходишь. Я очень благодарна этой возможности. У меня сначала просто отнялись ноги полностью, то есть я вообще просто перестала их чувствовать. Потом это напряжение, оно нарастало просто вверх, потом у меня затряслись руки, и мне показалось, это стало вообще очень очевидно. Я знаю, что я справлюсь, и я знаю, что вообще рост и результат, он происходит через боль. Долгая и счастливая жизнь, полная страданий. Иди. Буду стараться использовать все, что мне здесь дали. Все, что ты взяла, это твое. Тебе никто не давал. У тебя был шанс взять то, что принадлежит тебе. Взять себя саму, такую, которая уже есть. Ту, которую ты игнорируешь, ту, которой ты не пользуешься. Пользуется кто-то другой. Ты не готова. Поэтому иди. Это уже окончательно и бесповоротно. Очень не хочется уходить. Не вставай, держись до последнего. До свидания. Может быть, я еще попробую вас убедить в том, что я смогу, я справлюсь. Ну, это мне уже нравится. Она живая, и она смотрела на меня в перископ. Сквозь эту всю старательную жертву, да, вот этот вот цепкий котенок, вот он сцепился, и он смотрел на меня. Да, пускай он был не очень уверен в себе, но он смотрел на меня. Этот колючий взгляд цепкий я видел. Так что очень прошу вам дать... Ну все же иди. Точно нет вариантов, да? Я даю тебе шанс, потому что это 4 раза я тебя посылал, и ты я не снялась. сдаюсь. Я прям так вот, yes, да, я смогла, сделала. Хорошо, ты остаешься. Это очень подкупает. И даже если одна часть тебя признает, что да, ты не подходишь, ты сомневаешься, ты даже готов, то есть какая-то часть, говорит, а нихера, я вот ввинчусь, а вот я как-то зацеплюсь, я всеми когтями зацеплюсь. Конечно, это очень выгодная позиция, зацепиться. Давай открой конверт. Ты не в потоке. Ну, я даже подумать не мог, что я ему сейчас могу сказать, типа, в чем он не прав. Я считаю, что это все равно было полезным, потому что, очень много проблем, которые я до этого даже не замечал, я заметил. Давай я тебе расскажу о твоем будущем. Вот в той точке, в которой ты сейчас находишься, и то, как ты используешь свой ум, тело и сердце, твоя жизнь будет похожа на унылое гумно, и ты много-много раз будешь пытаться сменить это унылое гомно, и будешь менять его на другое унылое гомно. Каждый раз ожидая, что на этот раз будет что-то другое, но кроме будничности и серости оно не будет никак меняться. Какая разница, красное унылое гомно или синее? Зеленое, пожалуйста. Это разноцветное унылое гомно. А потом ты умрешь. И твои дети повторят твой путь, и внуки также повторят. Поэтому уходи. Спасибо вам за все. You're welcome. А теперь постой. Ты так легко согласился свой очередной шанс. Ты как используешь сейчас себя? Тебя послали, и ты пошел? Тебя пиханули, и ты покатился? Сейчас получилось, что да. 50 берпи, и поговорим дальше. Садись. А теперь слушай внимательно. Я оставлю тебя в реалити только при одном условии, что ты будешь выполнять все упражнения наставников, трекеров и перевыполнять их таким образом, показывая мне, что ты действительно двигаешься в направлении своих желаний. И если ты будешь фокусироваться на себе, ты будешь расти. Нету другого, кроме тебя самого. Нету мнений других относительно тебя, на которых ты больше будешь обращать внимание. Нету правил, которые для тебя правила. Ты будешь устанавливать свои правила. У тебя все есть: тело, ум, сердце. Но алгоритмы использования тобой, твоего ума, тела и сердца, они баговые, то есть они завирусованные. Вот и все. Ты остаешься, но знай, я буду наблюдать за тобой еще более пристально, и выполнение тобой заданий мастеров, наставников, трекеров
будет являться триггером, чтобы без объяснений тебе чего-либо просто сказать: все закончено. Поехали. До встречи. С одной стороны, я безумно обрадовался, а с другой стороны, было сложно осознавать то, что вот сейчас наступает момент, когда нужно полностью меняться. А давай на чистоту. Может, зря я в этом реалити кого-то оставил и надо кого-то убрать? Это можешь решить ты. Именно ты можешь повлиять на то, кто останется, а кто покинет это шоу. Голосование в моем телеграм-канале Оперштаб X10 Академии. Давай, хватит сидеть. Переходи прямо сейчас и решай, кому жить, а кому нет. Как трекеры, мы с Павлом созваниваемся с участниками несколько раз в неделю. Что мы делаем? Мы анализируем текущую ситуацию, что было сделано, что не сделано и главное, почему. Когда мы понимаем, что происходит, мы можем понять, где же то главное узкое место, которое ограничивает рост бизнеса. И через это начинаем вместе генерировать гипотезы, что можно с этим сделать, чтобы бизнес перестал спотыкаться об это узкое место и начал расти. И когда мы нашли те варианты, которые мы можем сделать, мы концентрируемся на том, что мы можем сделать максимально быстро и с максимальным эффектом. И после этого планируем нашу неделю. Богдан, смотри, компания у тебя активно развивается, в такое время обычно одна голова – это плохо, надо много голов. А первое, где можно найти головы, это, собственно, сотрудники. По идее, тебе бы сейчас по максимуму их включить, забирать с них идеи, вместе с ними реализовывать, потому что явно это те люди, которые прям постоянно работая уже над отдельными деталями твоего производства, понимаешь, где можно улучшить, где можно ускорить. Хорошо, я попробую. Хорошая идея. Я всегда делал все сам, все идеи исходили от меня. Давай попробуем. Получил задание, буду выполнять. Трекеры посоветовали реализовать каждую идею, которая пришла в голову команде. Пока не знаю, что это будет. Я вообще никогда не тестировала никакие гипотезы в своем бизнесе, поэтому, наверное, есть небольшой ступор. Ищем ветврачей, блогеров для сотрудничества. Если честно, не особо верю в эту гипотезу, что что-то сработает и что-то получится. Всем добрый день. Одним из заданий трекеров было найти 5 производств и разместить там заказ. Должно было быть 2 встречи, и 2 встречи отменились. Звонилось, наверное, 20 производствам. А кто-то вообще не берет такой маленький объем, то есть там от 1000 единиц. Кто-то берет только на август. Кто-то завышает сильно цены. Я уже отчаялась и думаю, что я так и буду сидеть со своим ассортиментом, со своим товаром. Понятно, что у тебя проблемы с производствами. Тут не нужно расстраиваться, не нужно переживать по этому поводу, а нужно просто взять и попробовать и позвонить в 100 производств, перебрать все производства, поискать обязательно в Телеграме какие-либо чаты по производствам и просто больше контактов с производством. Если ты сделаешь на следующей неделе 20-30 контактов с производствами, несмотря на то, что это ресурсоемко, ты обязательно найдешь 1-2, которые тебе помогут. Да, я, в принципе, прикинула, куда я могу, в какие чаты покидать заявки. Обязательно так и сделаю, выделю на это 2-3 дня. Сейчас сижу перед компьютером, настраиваю Яндекс.Директ, потому что я вообще не понимаю, куда у меня расходовались деньги. Я сейчас обнаружил, что огромное количество затрат было просто впустую слито на запросы, которые абсолютно не имеют отношения к моему бизнесу. Я сижу с этими стеклянными глазами уже в 5 часу утра, не понимаю, куда кликать. Там плохая конверсия, CTR маленький. Короче, я ничего не понимаю. То есть достаточно много было в этом плане проблем у меня. Голова кругом идет от того, как все задачи друг на друга навалились. Задания по реалити-шоу, сессия, долги по сессии, которые я не успеваю досдавать. Программу годовую по дополнительному английскому нужно закрыть за месяц. По франшизе с другом сейчас открываем квиз в Балашихе. По моему опыту, если не работать достаточно по проекту, достаточно много времени уделять, если не рваться со всех сил, то и результатов не будет. Поэтому тебе нужно определиться и понять, либо ты реально вкалываешь, работаешь, рвешься, чтобы получить результат, либо ты просто будешь мной удален с проекта. Полноценно не успевал просто начать делать задания мастеров. Таня, смотри, сейчас у тебя 3 точки, одна из них убыточная. Не приносит сейчас денег. Если там, соответственно, приходят не те люди, и рядом, возможно, живут не те люди, которые могут быть твоими клиентами прям плотно.
и при этом, соответственно, у тебя есть удачные другие точки, может быть, эту точку и закрыть, вот оборудование, которое там освободится, перенести в горки. Ты же говоришь, что там не хватает оборудования, и тогда, соответственно, ты перестанешь тратить деньги здесь, а начнешь больше зарабатывать там. Блин, ну вообще, конечно, надо подумать над этим, потому что столько сил потрачено, денег и времени, и, конечно, не очень хотелось бы. Созвонились с трекером, и точку придется закрывать. Пока очень тяжело и грустно это осознавать. Честно, подустал. Очень много действий, очень много работы и просто ощущение, как после катка. Иду закрывать точку. Ребят, вот мой салон. Очень тяжело прощаться. Ну, прощай, моя груминг-студия на Можайке. В этот момент вообще, если честно, хотелось зарыдать, потому что я вспоминала свои ощущения, которые я испытывала при открытии, то есть я чувствовала такой подъем, воодушевление, и у меня абсолютно не было никаких сомнений, что все получится, но получилось так, как получилось. Как в институте дела? Как экзамен сегодня прошел? Ну, он не прошел. Как? Ну, меня не допустили на экзамен. А что, времени недостаточно? Сейчас мне реально времени не хватает. Не, ну, милый мой, у нас что самое главное? Учеба или какое-то твое развлечение? Это не развлечение. Ну, я сейчас участвую в реалити-шоу с Дором Миллиардером. Они нас обучают вести бизнес. Родители не воспринимают всерьез ту деятельность, которую я сейчас организовываю. Очень не успеваю. Английский пока что никак, потому что я сейчас пытаюсь успеть вот здесь по реалити-шоу или по учебе, чтобы меня не отчислили. Бросай все свои тогда вот эти вот компьютерные игры, сайты. Иди, доставай социологию, английский, иди учи. Меня сейчас даже наоборот как-то это мотивирует, то, что они не верят в то, что я сейчас делаю. Все, понятно, иди учи. Не трепи нам нервы, иди учи. Все, ладно. Я все доздам, не переживайте. Ну, посмотрим. Ну что, я приехала в свой магазин в авиапарке для того, чтобы провести день с продавцом, указать на самые важные моменты, которые относятся к нашему бренду, посмотреть, как девочки работают, и, может быть, чему-то их научить. Смотрите, хотела вам показать потрясающую новинку, которая пришла. С одной стороны классная, с другой фуксия. То есть можно, в принципе, носить на две стороны и сделать комплект с этой рубашкой, получится прям классный вау-эффект. Ну вот не получается у тебя. И что? Да всем похер на тебя, понял? Вот что у тебя не получается, всем похер. Запомни, ошибок нет. Есть поиск, возможностей, идей. А пытаться избежать ошибок – это и есть самая большая и самая тупая ошибка. Вот я лично чемпион мира по ошибкам. Стань и ты. Извлек урок, повысил ставки, сделал следующий шаг. Вот он, настоящий путь предпринимателя. Не будь лузером. У меня тут что-то заработало. Дайте я вам покажу. Значит, смотрите. Пошли конверсии. Мне стали прям звонить. Я сейчас попробую открыть мастер-компании, чтобы вы посмотрели, как именно это выглядит, и посмотрели количество запросов. Вот, смотрите, график, какой интересный график. У меня начались, смотрите, интересный график, у меня начались показы. Здесь вот 1900 показов. Здесь почему-то опять какая-то глушь, всего 400 показов за день. Но здесь, посмотрите, 2000 показов, да, 12 тысяч, обалдеть, 16 тысяч показов. То есть что-то заработало. Конверсии увеличились, мне очень нравится. Ребят, я в таком приподнятом настроении. Написала 3 блогерам, 2 готовы сотрудничать. Вообще не думала, что так получится. Это на самом деле несложно, так что работаем дальше. Если честно, когда я получила первые отклики положительные от блогеров и увидела заинтересованность, я на самом деле офигела, что условия даже работы оказались намного выгоднее, чем я предполагала. То есть я думала, что мне придется им платить какую-то сумму за рекламу, а на самом деле они все в итоге готовы были работать по бартеру. То есть мне просто нужно было им оказать услугу в своем салоне. Какие ценности для клиента ты можешь выделить в нашем бренде? Нет, вот именно вот что, знаете, вот для меня лично
модели здесь, необычные модели. Вот именно бюро вот нашем, да, говорят, сейчас модели необычные. Вот я не могу так подобрать правильное слово, но они прям вот не такие, как у всех. Да, они не такие, как у всех. Вот я вот так. Я сегодня провела день с продавцом. Одно из моих заданий было увеличить выручку на 30%, находясь непосредственно в своей точке продаж. Я хочу сказать, что сейчас я спокойно за эту локацию, что они делают все возможное, чтобы продавать качественно и классно мой бренд «Зеро Династия». Только что с ребятами такую штуку придумали. Убрали скидки вообще, вместо скидок сделали кэшбэк. У нас раньше была скидочная система до 10%, теперь мы даем кэшбэк с покупки 20% на следующую покупку. Когда идеи начали приходить в голову, стало как-то поинтереснее. Здравствуйте. Алло, Виктория, добрый день. Это Мария, компания «Морошка». Звоню вам сообщить, что у нас для вас есть подарок. 137 тысяч – это вернувшийся кэшбэк с прошлой покупки, который вы можете оплатить до 10% следующей покупки. Быть может, у вас сейчас есть какие-то идеи, которые хотели бы реализовать? Ой, да, Мария, как раз есть идея. Я как раз хотела с вами связаться. Хочу сделать полигональное животное в Хиперстар. Отлично, здорово. Пришла идея внедрить кэшбэк. Это так интересно оказалось. Было вроде на виду, а вроде и нет. Одним из заданий трекеров было отшить партию, которая пользуется большим спросом. Я провела анализ, выявила, что это брюки. Поэтому мы сейчас запускаем большую партию, чем я когда-либо шила, чтобы быстро это распродать и получить выручку. Но у меня есть небольшая проблемка. Я когда смотрю палитры тканей, то мне хочется все цвета. Вот я сейчас сижу и просто голову ломаю. Вот так это примерно выглядит. Привезли мебель в горке. Сейчас вам покажу, как это поставила. Смотрите, 2 рабочих места. Работа кипит, шерсть летит. Все супер. Было принято решение перевести и усилить салон в Горках. И я думаю, как я могла вообще об этом не подумать. Просто, то есть надо было это реально раньше делать, а не ждать вот этого вот момента, когда просто мне появится вот это вот лишнее оборудование, и я буду ее расширять. То есть нужно было начинать с этого. В общем, прошла неделя. Как-то сейчас очень страшно от того, что я не успел выполнить в полной мере все задания мастеров. В общем, я реально не успел сделать все задания, и я понимал то, что через 3 дня у меня встреча с трекерами, мастерами, и то, что из-за того, что я не выполнил задания, меня Рыбаков может просто выгнать с шоу, а я не хочу терять возможности расти. И вот сейчас пришло время, когда участники нашего шоу поделятся результатами, которые с ними случились за эти несколько недель. И я, честно говоря, в предвкушении. Есть, какое-то такое прям любопытство, прям, что это будет. Каждый раз я могу предполагать, что это будет, но ни разу, черт побери, не случилось так, чтобы я угадал. Поэтому пойдемте и посмотрим это все вместе. Ой, иду отчитываться перед мастерами-трекерами. Не представляю, как они отреагируют и вообще, что мне скажут, потому что мне все равно всегда кажется, что, возможно, я где-то не доработала, где-то что-то не доделала, может быть, надо было лучше или посмотреть с другой стороны, поэтому страшно. Попробовали рекламы группы ВК. Вот услуги в салонах «Приведем и отведем питомца». Уже 4 клиента пользуются этой услугой постоянно. Результат, что запись в новых точках увеличилась на 30%, включая убыточную можайку. Задание 2. Найти 3 агента влияния и запартнериться с ними. Сначала не знала, где искать и как искать, но начала с кинологов и ветеринарных врачей. Очень позитивно на это реагировали люди. В принципе, со всеми договорилась по бартеру. Во время работы с моим трекером Андреем было принято решение закрыть убыточную точку на Можайском шоссе, и мы это благополучно реализовали. В общей сложности мой доход вырос на 30% за неделю. Если в деньгах, то по результатам данного периода у меня 120 тысяч рублей плюсом, плюс 53 новых клиента.
и планируется закрыть 150. На самом деле восхищен. Вот у меня и восхищение от того, как ты выглядишь, как у тебя все получается. Ну, это реально супер. Я нахожусь в душевном подъеме, потому что вообще, в принципе, как только я попала в X10 Академию и начала предпринимать какие-то даже минимальные действия, моя жизнь стала очень кардинально меняться. Мне открываются новые возможности, которые просто сами ко мне в руки идут. То есть я для этого реально прилагаю минимум усилий. То есть я просто на это очень настроена. Я просто головой это чувствую, принимаю. Изменения, они просто на лицо, я думаю. У меня было 3 задачи. Первая задача — провести онлайн обучение по фокусам, тестирование. Мы продали онлайн обучение 20 детишкам детей «Газпрома» к Дню защиты детей. Они заказали мастер-класс групповой. Мы, соответственно, проведем. Вторая задача у меня была найти и протестировать 5 каналов привлечения клиентов. Яндекс.Директ работает, соответственно, есть прирост. У меня, когда я пришел на поток, было 7 клиентов, сейчас их 18, то есть уже больше, чем в 2 раза прирост произошел. Поэтому здесь в этом плане Яндекс.Директ работает. Мы оттестировали скидка до конца мая 1000 рублей. Я объявил об этом в Инстаграме и ВКонтакте, и это сработало. Один клиент, девушка пришла и говорит: мы хотели начать заниматься летом или в сентябре, но увидели, что у вас сейчас акция, у вас это действует? Я говорю, да. И вот она мне как раз и заплатила на 1000 меньше. Самое главное, что в конце недели я увидел результат. Ко мне пришли новые клиенты, новые родители, новые улыбки. Это все дает энергию. Я прекрасно понимаю, что это можно масштабировать, пусть не так быстро, как я этого хочу. Опрос 40 клиентов. Задание я считаю выполненным. Получила очень много полезной информации. Следующее. Самые продающие, и отдать его в производство. Мы выявили путем анализа, что это брюки определенной модели. И на данный момент я разместила заказ в производство в Челябинске. Пускаем уже большую партию. И мы с Павлом планируем, что в ближайшее время, благодаря всем этим заданиям, естественно, моя выручка умножится, увеличится. И мы не только выполним план, который поставили, но и перевыполним его. Сегодняшним результатом своим супер довольна. В последние 3 дня мобилизовался и почти все успел. За первые 3 дня пришло 11 человек. При помощи глубинных интервью мы опросили 6 человек из сегмента студента и выявили основные ценности. Заработок. Я считал сумму, которую я хочу зарабатывать, реализовывая наш бизнес, исходя из того, что мы будем организовывать 5 игровых вечеров в Балашихе и собирать 2 стола, то есть 110 человек в неделю. Сейчас мы также подняли цену до 1000 рублей. Просчитал это если будет 22 взрослых в неделю, 55 взрослых в паре и 33 студента. То есть 294 тысячи в месяц. И расход на ведущих 60 тысяч. Внедрили это повышение цены. В цифрах это выглядит крайне интересно. То есть раньше в среднем при обороте в 2 миллиона рублей прибыльность наша составляла порядка 300 тысяч рублей, то с новыми расценками прибыльность составляет порядка 700 тысяч рублей. Далее это протестировать 5 гипотез. Самый интересный — это запустить кэшбэк. В результате мы сразу получили заявки. По запуску кэшбэку мы ускорили принятие решения о покупке наших покупателей. Эта сумма 1 миллион рублей. Там один маленький заказ, и другой это на 900 тысяч. Это очень интересно. Я там подписал Свердловская область и Калининград эти заказы. Запуск рекламы у блогеров. На следующий же день пришла заявка на обустройство парка. Чек предварительно порядка 3 миллионов рублей. Мы очень довольны. Мы прямо эту неделю закрывали договоры. У нас уже подписано более 3 миллионов рублей. И на подходе прям очень интересные цифры. По конверту мой выбор сосредоточиться на уникальных проектах, потому что во время турбулентности работа с индивидуальными заказами именно в нашей сфере позволяет быть гибкими. А с остальными 2 что сделали? Ставили у себя на потом. То есть испробовал много разных гипотез, много разных версий, много разных вариантов, конфигураций, комбинаций, а здесь почему-то решил выбрать. И ты выбрал? Я выбрал офлайн. Мой выбор был это новый офлайн бизнес производство косметики для животных. С 3 конвертами мы по итогу решили с Павлом сделать оба задания. Выйти со своим брендом на Wildberries. Это было основным моим выбором из ваших конвертов. Мы тебе приготовили конверт. Открою его сейчас. У нас для тебя есть подарок.
Ладно. Он тебе не понравится. Открой и посмотри, что в нем. Сейчас? Да. Что там еще может быть? Каждый конверт — это просто жесткий стресс. Блин, что нам опять приготовили. Оба. Ничего. Там пусто. Ой, там ничего нет. Пустой конверт реально ввел меня в ступор. Как ты думаешь, почему? И тут меня такое хопа. Первое, что пришло в голову, что я сам могу наполнить себя смыслом, то, что там должно лежать. Потому что выбора нет. Не надо никакой делать выбор. Нужно все возможности, какие есть, использовать. Вместо «или» ставь букву «и» всегда при следующем выборе. И посмотри, что из этого получится. Обрати внимание, как только мы начали тобой манипулировать, когда мы поставили тебя перед выбором, либо то, либо это, ты очень быстро научился рационализировать свой выбор. Ты же нашел миллион причин, внутренних самоограничений, почему этот выбор правильный. И ты бы сделал так с каждым другим выбором. С каждым. Вот эти ограничения, они являются нашими замедлителями. Выбор — это всегда ограничение. Это тюрьма, это манипуляция. Как только перед тобой ставят выбор, это манипуляция. Это очень крутой инсайт, спасибо. Этого мне, наверное, не хватает, потому что я такой линейный человек, и вот увидел, пошел. А то, что наша жизнь — это не линия, это сфера, она многогранная, разносторонняя. Это действительно так. И спасибо за этот опыт. Пожалуйста. Чем больше мы вводим неких автоматизмов в свое мышление, это как раз является проявлением большого количества внутренних ограничений. То есть ты себе что-то уже решил и сказал, что это вот так. И иных направлений движений не существует. Чем больше таких автоматизмов, тем ближе мы к состоянию такого автономного робота. У нас внутри академии мы с Игорем придумали такое выражение, как «ходячие мертвецы». То есть вот люди, которые действуют максимально на автомате. Они уже все решили. Для них мир скуклился до состояния их внутренней коробки, ракушки. Им комфортно в этом. Да, они ноют, денег нет, ипотека, здоровье не то. Нам не нравится, что с нами происходит, но им комфортно. Это зона их комфорта. Она очень маленькая. Для того, чтобы расширять свою зону комфорта, внимание, не выходить из нее, а расширять, тебе нужно действовать, и тебе нужно соприкасаться с миром. А для этого тебе нужно выходить из коробки. Тебе нужно брать этот вызов, двигаться вперед. И здесь нету места для автоматизмов, потому что это зона неизведанного, непонятного, негарантированного, неопределенного. Только там и совершаются великие открытия, там происходят у тебя твои открытия личные, как мы называем в Академии МИГи. Там ты прогрессируешь. Вот в расширенной зоне комфорта, когда ты выходишь за границы своей коробки. А что мы все про выбор наших участников? Вот мне интересно, а перед каким выбором своей жизни сейчас находишься ты? Или какой выбор в твоей жизни был самым сложным? Напиши в комментариях. Как вы думаете, можно ли другого человека использовать как ресурс? Ну, конкретно как ресурс взять и использовать. Нет? Нехорошо это, да? Этику вспомнили. Я сейчас буду усиливать ваше отчаяние.